So, namaste to all. I'm really happy and I express my sincere gratitude to the organizers of this series and for giving me an opportunity to meet all these people uh, once again. Намасте, вас приветствует проект Veda Education и доктор Jithesh, главный эксперт курса Bhasma в аюрведической терапии. Доктор выражает благодарность организаторам за возможность присутствовать и встречаться с аудиторией проекта. И, как обычно, он рад читать для нас лекции. Thank you very much, Dr. Jitesh. Thank you. So, without wasting much time, we will directly go to the topics, right? Yeah, sure. So today, my topic is the introduction to Bhasma preparation. И мы не будем терять времени и перейдем, собственно, к теме сегодняшнего открытого вебинара. Тема сегодняшнего занятия – бхасмы, уникальная лекарственная форма в аюрведе и вводная информация, введение в приготовление бхасм. Okay? Probably you all will be knowing that Ayurvedic medicines comprises of there are two kinds of two groups of medicines. One is the medicines made up of herbal ingredients, and the second one is the medicines made up of mineral ingredients. Скорее всего, вы слышали о том, что в аюрведе выделяется две основных группы лекарственных средств. Это лекарственные средства растительного происхождения и лекарственные средства минерального происхождения. Okay? So today's our topic is the introduction or making familiarize with the second group, that is the mineral as well as the herbo-mineral, the drugs which are made up of mineral ingredients as well as the combination of herbs as well as mineral ingredients. И сегодня мы познакомимся именно с второй категорией, то есть с лекарственными средствами минерального происхождения и комбинированными препаратами, растительно-минеральными препаратами. Okay? So generally, the branch of Ayurveda which deals with the herbo-mineral ingredient drugs are called as Rasasasthra. Итак, ветвь аюрведы, которая, собственно, занимается изучением растительно-минеральных препаратов, называется Rasasasthra. Okay? And this group, this Rasasasthra, mainly comprises of Bhasma. Bhasma, in the sense, in Sanskrit language, it is known as the ashes or incinerated drugs. Okay. В эту категорию входят в основном такие препараты, как бхасмы. Бхасма в переводе с санскрита означает зола, то есть это препараты, которые получаются путем сжигания, по большому счету. Okay? So what is Bhasma? We will have a brief introduction, or we will just see the definition of Bhasma. И буквально в нескольких словах опишем определение бхасм. Okay? The herbo-mineral preparations constitute a major part of Ayurvedic medicine, which are prepared using various metals as well as herbal material. Итак, растительно-минеральные препараты составляют значительную часть от всех аюрведических лекарственных средств, и они изготавливаются с использованием различных металлов и растительных материалов. Okay? So actually, the pharmacopoeia or the book which is the authentic textbook related to Ayurveda is known as pharmacopoeia. And as I explained previously, this contains two group of medicines, that is herbal as well as mineral, and metallic minerals and metals as well as some kind of animal products. И если мы обратимся к аутентичным текстам, книгам, конкретно к фармакопии, то, собственно, в этих текстах как раз и описываются две основные категории препаратов, которые мы ранее упоминали. И, в принципе, в фармакопии описываются различные лекарственные средства, которые получаются и из растений, и из минералов, и из металлов, и из различных субстанций животного происхождения. Okay? And we, the Ayurvedic physicians, believe that there is not a single substance in the universe which does not have a potential to be used as a drug.
Мы, как аюрведические врачи, убеждены в том, что во Вселенной не существует такой субстанции, которую нельзя было бы использовать в качестве лекарственного средства, которое бы не обладало тем или иным лекарственным потенциалом. Окей? So that means, so whatever things are there in universe, we believe that all these have a medicinal property, provided if we use it judiciously by a physician, a trained physician. Окей. Иными словами, все, что существует во Вселенной, любые материалы и субстанции, которые можно в ней найти, они все имеют те или иные лекарственные свойства при условии, что они используются в разумных количествах и должным образом подготовленными квалифицированными врачами. Окей? As I explained previously, this branch is called as Rasasasthra, and literally the word Rasasasthra means the science of Mercury. Rasa is the Sanskrit term for Mercury, and Shastra is the Sanskrit term for science. So altogether, the Rasasasthra is known as the science of Mercury. Уже упомянутое ранее нами слово «раса шастра», которое отвечает за обозначение этой области знаний, соответствующей растительно-минеральным препаратам. Само слово «раса шастра» переводится как «наука о ртути». Собственно, слово «раса» обозначает на санскрите слово «ртуть», а слово «шастра» обозначает «наука». Okay? And Rasa, or this mercury, is the basic drug of most of the drugs, the medicines we used in this Rasa Shastra. So that's why we consider this mercury as a parent drug. Okay. И, соответственно, раса или ртуть является основным элементом, основным компонентом лекарственных средств, которые входят в категорию раса шастра, является, можно сказать, базовым или родительским элементом. Okay? Historically, it is believed that this branch has got an affinity or has got a tradition from the Buddha system of philosophy. And the great Buddhist says Nagarjuna is called as the father of Rasa Shastra. Исторически эта область традиционно считается сферой изобретенной философии в рамках философии Будха, и отцом направления раса шастра считается мудрец Нагарджуна. Okay? Even though this branch, that we can find out so many mentionings or so many descriptions in the oldest textbooks like Charaka Samhita or Susruta Samhita, etc. This branch became so popular from 8th century onwards. Эта область знаний упоминается и в классических текстах, таких как Чарака Самхита, Сушрута Самхита, но можно сказать, что большую популярность это направление стало завоевывать в более поздние времена, в районе 8 века. Okay. What are the benefits of this kind of metallic formulations? Are there any upper hand? Are there any difference between the herbal medicines or these metallic medicines in their therapeutic effectiveness? That's what we are going to learn. Далее, следующий вопрос, который мы сегодня обсудим, это преимущества формул на основе металлов. Мы рассмотрим, есть ли у них в принципе какие-то преимущества, которые отличали бы их просто от растительных лекарственных препаратов, и, может быть, какие-то отличия в плане терапевтического эффекта. Okay? That means what I wanted to convey is what is the benefit of learning this, the pharmacological efficacy of resolution, which is called the herbomineral drugs. How you can utilize in your clinical practice. What are the benefits you will get by incorporating these herbomineral groups in your clinical practice? This is what we are going to discuss in the coming class sessions. И
что хотелось бы доктору донести в рамках сегодняшней лекции, это то именно какими преимуществами обладают растительно-минеральные препараты, зачем в принципе изучать эту область, что дает, какие преимущества дает использование таких препаратов в рамках терапевтической оздоровительной деятельности. Окей? So for that purpose, we will compare the effectiveness or the upper hand or the benefits of these medicines. We will compare with the herbal medicines and we will find out what is the difference between both. Окей. И с этой целью мы как раз проведем сравнение растительно-минеральных препаратов с растительными препаратами и оценим, как именно они отличаются, в какую сторону. Окей? So probably the first and foremost one is the quick action in comparison with the herbal drugs. So we all know these kashayams, that means the decoctions, these powders, etc., are little bit slower in action in many of the diseases. Окей. Первый, пожалуй, признак, который мы выделяем, это быстродействие растительно-минеральных формул в сравнении с растительными. То есть, когда мы говорим о растительных препаратах, таких формах, как, например, отвары, кашая или порошки, очень часто мы говорим, что действовать они начинают относительно медленно. Окей? That means if you are getting the result or if you are curing a disease with a decoction or a powders, etc., in 1 week, if you are incorporating these herbo-mineral drugs or these Rasa drugs, you will be able to cure in 1 or 2 days itself. This is the main benefit of Rasasasthra. That faster action is the highlight of this group of medicines. То есть, если, например, первые результаты от лечения отварами или порошками мы можем увидеть в каком-то случае через неделю, то в том же самом случае при добавлении к терапии средств на основе раса мы можем увидеть первые результаты уже в течение 1-2 дней. То есть быстродействие существенно выше может быть у растительно-минеральных препаратов. Okay? And because of this faster action, you will be able to cure the even emergency diseases also. The diseases which need emergency management also. That is the main benefit of the Rasa drugs. И опять же, если мы говорим о раса аушатхи, о этих растительно-минеральных лекарственных препаратах, их быстродействие во многом делает возможным их использование в различных неотложных ситуациях в качестве средства неотложной помощи. В этом тоже заключается одно из их преимуществ. Okay? Then second one is the lesser dose. Вторым преимуществом растительно-минеральных препаратов является сниженные дозировки относительно растительных средств. Okay? Hope you know the dosage, the common dosage of these herbal drugs like decoction, etc. For example, for decoction, you will have to take 15 to 20 ml. In case of powders, you have to take 5 to 10 grams. And in case of these fermented preparations, you have to take 1 ounce, etc. At the same time, in case of Rasa drugs, the dosage comes as just milligrams. Okay. Наверняка вам известны наиболее часто применяемые дозировки растительных препаратов, то есть, например, отвары, форма кашая часто употребляются в количестве 15-20 мл, порошковые средства в количестве 5-10 грамм, различные ферментированные препараты примерно в количестве 1 унции. Когда же мы говорим о дозировках растительно-минеральных препаратов, счет идет практически на миллиграммы. Okay? So you will be able to cure a disease with the minimal dose of 50 milligram or 100 milligram or maximum 150 milligram.
if you use these herbomineral preparations effectively, and if you are familiar with the therapeutic efficacy of these groups effectively. Таким образом, если вы знакомы с терапевтическим эффектом растительно-минеральных препаратов, если вы умеете их эффективно применять, то фактически для лечения заболевания вам могут понадобиться дозировки масштаба 50-100 мг, может быть максимум 150 мг. Okay? The third one is tastelessness, that is the absence of any of the bad taste. Следующим немаловажным преимуществом является отсутствие неприятного вкуса. That means you all will be knowing the taste, the bitterness of this decoction, these powders, etc. At the same time, if you start using this herbomineral preparation, it will be very easy to deliver, and it is very easy to consume also. So the patient will feel more comfortable while using this herbomineral preparation because of the absence of bad taste. Наверняка вам известно, что отвары, порошки, аюрведические средства, принимаемые в таких формах, зачастую обладают очень горькими вкусами, и в этом смысле растительно-минеральные препараты тоже на их фоне выгодно выделяются, как раз потому, что никакого неприятного вкуса не имеют, и поэтому они комфортнее для приема пациентами. Okay? And the fourth one is prolonged shelf life. So you know the preservation time of this kashayams, etc. It is 2 years or 3 years, etc. So that you can keep without getting damaged. At the same time, in case of herbomineral drugs, it is evident that the quality of the medicine, these herbomineral drugs, will be increased when the time passes. Следующее важное преимущество растительно-минеральных препаратов – это длительные сроки хранения. Если мы говорим о хранении лекарственных препаратов в форме кашаем, то это примерно 2-3 года, после чего лекарственные препараты начинают терять свои качества, начинают портиться. Соответственно, если мы говорим о растительно-минеральных препаратах, то зачастую они становятся лишь эффективнее со временем. Okay? And the last one is the better palatability. That is, it is very easy to consume. That is the most important benefit of these Rasa drugs. Пятое положительное качество – это употребимость, то есть все те качества, которые помимо вкуса позволяют легко принимать растительно-минеральные препараты. Okay? So these are the common benefits of these Rasa drugs. So yeah, so these are the common benefits of herbomineral drugs. И таким образом эти 5 особенностей часто как раз называются в числе преимуществ растительно-минеральных препаратов. Okay. So usually there are 3 components for this in the preparation of these herbomineral drugs. One is the metals, the second one is the minerals, and the third one is the herbal drugs. И, собственно, о каких компонентах мы говорим, когда рассматриваем растительно-минеральные препараты. Здесь таких групп компонентов выделяют 3. Во-первых, это металлы, во-вторых, это минералы, и в-третьих, это, собственно, растительные лекарственные растения. Okay? So metals, in the sense, both these metals and minerals constitute the chemical ingredients, and these herbal drugs are the medium used in the preparation of these medicines. В данном случае металлы и минеральные вещества служат в качестве непосредственно химических ингредиентов будущего препарата, а лекарственные растения используются в качестве среды в процессе приготовления. So we will see what are the main ingredients what we can use, what we are used in the treatment of Rasasasthra.
Рассмотрим некоторые компоненты, некоторые ингредиенты, которые чаще всего используются в составе раса аушатхи. Окей? The central one is mercury. И на следующем слайде мы видим картинку, в центре которой находится ртуть, как основной фундаментальный металл. Окей? Then the upper one, the first one is copper. The second one is lead. And the third one is tin. Copper, lead, and tin. Если мы начнем двигаться сверху по часовой стрелке, то, собственно, над ртутью мы увидим медь. Далее по часовой стрелке идет свинец и потом олово. Окей? Then the fourth one is some kind of the metals called as mica. It's a combination. And the last one consists of silver and gold. Далее, двигаясь по часовой стрелке, мы видим слюду. И завершает этот круг такие металлы, как золото и серебро. Окей? And the other elements usually. So these are the basic elements, and some other elements these are the other elements what we use. The first one is sulfur. Помимо металлов, как основных ингредиентов растительно-минеральных препаратов, мы используем в них при изготовлении и другие вещества, другие элементы. Если мы на следующей картинке также начнем двигаться с верхней точки по часовой стрелке, то увидим в самом верху серу. Okay. Second one is arsenic. Далее мышьяк. The third one is again it's a kind of metal. It's a variety of mica. Далее еще один из вариантов слюды. These two are some kind of iron compounds. The red one as well as the green one. Both are some kind of iron compounds. These are the common materials what we use in the preparation of these herbomineral drugs. И оставшиеся два пункта – это различные железосодержащие составные соединения. Можно сказать, что это самые распространенные ингредиенты растительно-минеральных препаратов. Okay. Then these are some other group of medicines. So the first one is a conch shell. It's a sea animal, and the third one is a coral reef. Probably it's these two are the materials which are found inside in the deep sea or deep ocean. Окей. Далее мы рассматриваем некоторые элементы природного происхождения. Например, это раковины некоторых видов моллюсков, это коралловые рифы. Эти два элемента, можно сказать, глубоководного происхождения. Okay. And the third one and the fourth one are some kind of, the third one is some kind of pearl, the precious stones. There are so many precious stones like diamond, pearls, ruby, etc. are being used for the preparation of medicines. The fourth one is a kind of a petroleum product. It's an exudate from a rock known as bitumen. It's an extract of petroleum. В принципе, в растительно-минеральных препаратах используется целый ряд различных драгоценных камней. Это и такие драгоценные камни, как изумруды и рубины, так и, например, жемчуг, который изображен в третьей позиции. И далее четвертый по часовой стрелке элемент – это битум, это такой вид нефтепродукта. Okay. And the last one is a kind of medicated mud, which is very much rich in iron. И завершает круг, здесь мы можем увидеть особую лекарственную грязь с высоким содержанием железа, как правило. Okay. So now we will see what are the common types of Rasa drugs. We know this in case of herbal drugs, we know there are kashayam, that means decoction, there are powders, there are fermented preparations like asava or arishta, etc. At the same time, we do have, and our preparations are we can divide generally into four.
That means all the Rasa drugs can be included in the. Now I am going the kind of preparations which I am going to mention now. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это классификация раса аушатхи. Наверняка вам известны распространенные лекарственные формы, в которых применяются лекарственные растения, то есть это такие формы, как отвары, кашая, порошки, различные ферментированные лекарственные формы, такие как асова и аришта. Для растительно-минеральных препаратов тоже действует своя классификация. Мы выделяем 4 основных вида таких препаратов и рассмотрим их далее поподробнее. Okay? So these 4 varieties are known as, the first one is known as Galvi Rasayana, and these terms are in Sanskrit. What are these terms? What are these kind of medicine that I will explain in the coming slides. The first one is Galvi Rasayana. Okay. Здесь, естественно, приводятся названия на санскрите. Что конкретно скрывается за этими названиями, мы объясним чуть позже, пока просто перечислим. Первый класс раса аушатхи – это кальви расаяна. Okay. The second one is nothing but Parpadi. Parpadi is a kind of flat kind of preparations. The method of preparation I will explain later. Then the third one is known as Kupi Pakwa. That means these kind of preparations are being prepared in inside by keeping these medicines inside a glass bottle. Okay. Далее, следующий вид раса аушатхи – это парпати, относительно простые по своей форме препараты, тоже позже обсудим процесс изготовления. Следующая категория купипаква расаяна – это препараты, которые отличаются особым процессом изготовления, изготавливаются в стеклянных сосудах. Okay. So the last one is known as portale kalpana. Portale, in the sense, it's a kind of bolus, just like a ball. So in these preparations, these medicines are being soaked in a cotton cloth, covered with a cotton cloth, and soaked in sulfur bottle, in sulfur vessel, and that sulfur vessel is burned. So I'll show you the preparation method with pictures. И четвертый, наконец, вид раса аушатхи – это поталикальпа. Тоже эта категория выделяется из-за того, как именно устроен процесс изготовления. По сути, здесь лекарственная основа сворачивается из них делаются особые болюсы, комочки. Эти комочки заворачиваются в ткань, затем эта ткань вымачивается в сере, в сосуде с серой, и после этого нагревается. Чуть позже мы более подробно опишем процесс и в том числе приведем иллюстрации. Okay. So we will just see what is Galvi Rasayana and how it is prepared. Galva is nothing but it's a special kind of vessel what we are using for this. Which are using in the preparations. Maybe you can correlate with the mortar and pestle, which is used for grinding. Okay. Как уже было сказано, в принципе, все эти 4 вида, они выделяются по тому, как устроен процесс изготовления. И первый вид – это кальви расаяна. По сути, кальви – это обозначение особого сосуда, который используется в процессе изготовления. Можно сказать, что кальви – это ступка. То есть мы здесь говорим, по сути, об измельчении с помощью ступки и пестика. Okay? So the method of preparation I will just explain now. That means mainly this mercury and sulfur, along with some other prescribed herbal juices or some kind of other minerals, are placed in this kind of vessel, ceramic vessel, and along with the prescribed juices, we will just grind it continuously for a period of sometimes 3 days or 7 days, or even up to 1 month. We will grind it continuously. Что происходит в процессе приготовления? Берутся основные
компоненты, как правило, ртуть и сера, плюс в зависимости от конкретной рецептуры добавляются какие-то другие минеральные вещества, добавляются соки лекарственных растений, также в зависимости от рецептуры. Вся эта смесь, она ей наполняют особый сосуд, собственно, о чем мы и говорили, и в этом сосуде вся эта смесь перемешивается, растирается, измельчается в течение длительного времени. Счет может идти на дни, то есть это может быть, например, 3 дня, это может быть 7 дней, но, в принципе, этот этап изготовления может достигать даже и месяца. Окей? So the medicines, almost all these medicines, after grinding properly, we will just make it into a small disc-like coin-shaped structures, and then that will be kept under sunlight for drying. Once it's dried completely, again that will be powdered perfectly. Again that will be rolled into pills. После этого процесса растирания, после этого процесса измельчения, мы должны сформировать из получившейся смеси такие небольшие монетки. Эти монетки выкладываются на солнечный свет, чтобы они могли высохнуть. И на самом деле после этого еще раз повторяется процесс измельчения и затем опять снова процесс скатывания. Окей? So, since the mercury and other ingredients of the formulation are grinded in a mortar known as kalwa, as per the terminology of Ayurveda, the formulation is known and classified as Kalvi Rasayana. That means the one which is being prepared in kalwa or mortar, then it is termed as Kalvi Rasayana. И так как основным этапом изготовления является как раз это растирание в ступке, которое называется кальвий, как мы уже говорили, то такие препараты как раз и получили название кальвий расайна, то есть средства, которые готовятся в ступке, которые растираются, измельчаются в ступке. Окей. So the second one is Parpadi Rasa. Parpadi is nothing but it's a kind of disc-shaped or pellet-like structure. So usually in this, the mercury and sulfur are first ground, prescribed with or any with some kind of other metals also. Or then that will be kept on a plant in a cold leaf, and that will be covered with another leaf, as shown in the picture. Окей. Далее, следующая категория – это парпати-раса. Также берутся необходимые ингредиенты, включая базовые, такие как ртуть и сера. К ним добавляются какие-то дополнительные металлы в зависимости от рецептуры. И из них делаются определенные тоже, они скатываются в определенные диски. Собственно, парпати – это можно перевести как диски или гранулы. И на этом этапе изготовления для охлаждения эта смесь помещается на банановый лист и накрывается еще одним банановым листом. Окей? So once after keeping this in or compressing with these kind of plantain leaves, this will be covered with purified cold cow dung, and again that will be burned to ashes. Sorry, covered in cow dung, right? After pressing with leaves. Yes. Окей. Далее, после того, как смесь спрессовывается между банановыми листьями в эту плоскую дисковую форму, эта смесь заливается коровьим навозом и после этого нагревается. Okay? So the powdered mass is known as kajali. That's a specific term, and this kajali can be considered as the basic ingredient. Kajali, that means the combination of mercury and sulfur. This is the basic ingredient in many of the formulation. Okay. И вследствие температурной обработки получается такой порошок каджали, который можно считать основой для изготовления препаратов. Собственно, за самим термином каджали скрывается в первую очередь комбинация ртути и серы. Okay?
So the molten mass is then immediately poured and spread eventually on a flat, soft surface, preferably on surface of the banana leaf. After burning, I'm saying this, and which is usually placed on a soft surface. So finally, that will be compressed together, and then it will be made into powders. Sorry, could you please explain once again? Yeah, okay. So after keeping this in the plantain leaves and that will be compressed with another plantain leaf kept on the upside of the product, and then that will be burned. Once after getting burned, the entire that leaf will be removed, and the middle mass will be collected, and that will be powdered again. То есть, по сути, после температурной обработки мы убираем оставшиеся следы банановых листов, собираем массу, которая образовалась в середине, и изготавливаем из нее порошок. Окей. The third one is known as Kupi Pakwa. Kupi is nothing but Kupi is the Sanskrit term for bottle, the term for the bottle. So the mercurial drug preparations prepared by subjecting these, by pouring them in a kupi or in a bottle, and to a controlled heating, and doing a controlled pattern of heating is known as Udiscopi Pakwarasan. That means the medicinal ingredients will be ground together, and then that will be filled in a plastic bottle, in a glass bottle, and that glass bottle will be burned to in a controlled temperature. Окей. Следующая категория купи-паква раса. Мы уже упоминали, что в изготовлении этих препаратов используются стеклянные бутылки. Собственно, слово «купи» — это санскритское обозначение стеклянных бутылок. По сути, что мы здесь делаем? Мы также берем необходимые для приготовления ингредиенты, измельчаем их, заливаем в стеклянную бутылку, и затем производится контролируемый нагрев. Okay. So I'll show you this. Kupi Pakwa Rasayana is the most important method in the preparation of in the entire Rasa drugs. So that's why I will just show you the pictures of the preparation method of this Kupi Pakwa Rasayana. Okay. В принципе, купи-паква Расаяна — это один, наверное, из главных технологических процессов изготовления растительно-минеральных препаратов, поэтому мы на нем остановимся чуть подробнее, проиллюстрируем его картинками и приведем пример. Okay? So basic ingredient, we will just see an important drug called as Rasasasthra. How this Rasasasthra is prepared, that we will just see. Мы рассмотрим очень известную формулу Раса Синдура и, собственно, посмотрим, как именно это средство изготавливается. Okay. So initially, there are two ingredients in the preparation of Rasasasthra. So it's a very effective medicine, which can be used in different conditions like wound healing, different kinds of skin diseases like chronic psoriasis, or the diseases like fistula, etc. It's a very, very effective medicine. So, but which contains only two ingredients. Okay. В принципе, раса синдура — это очень эффективное средство, которое обладает заживляющим эффектом, то есть используется для заживления ран, часто помогает справляться с различными кожными состояниями, например, с хроническим псориазом, со свищами и так далее, несмотря на то, что в своем составе по большому счету содержит всего два ингредиента. Okay. So this mercury and this sulfur are ground together with aloe vera juice for a period of 72 hours continuously. Okay. Итак, в качестве основных ингредиентов используются ртуть и сера при приготовлении раса синдура. Они вместе измельчаются в жидкой среде из сока алоэ в течение 72 часов. Okay. So you can just see that this mercury is a luster one, it's a shining one, and sulfur is a yellow colored one. So after grinding, this will be in a black colored material known as kachali.
That material is known as kajjali. Окей. Если мы примерно опишем, какие этапы проходит сырье, то мы увидим, что сначала у нас будет такого серого металлического цвета ртуть, желтого цвета сера. В качестве промежуточного продукта мы получим каджали, как раз о чем мы раньше говорили, каджали черного цвета. Окей. So then after grinding, this kajjali will be kept in a glass bottle, or nowadays it may be glass bottle or maybe porcelain sockets, etc. That will be kept in a glass bottle, and that glass bottle will be kept under sunlight, under the furnace, and that will be burned together. Далее, после того, как мы получили каджали, мы помещаем каджали в стеклянные бутылки или фарфоровые емкости. Здесь бывают нюансы технологии. И эта емкость помещается в печь, после чего происходит непосредственно сжигание. Okay? So before going to these preparations, this mercury has to be purified properly. So the purification method, initially the mercury will be purified by grinding with garlic petals, the normal garlic. And once that after grinding this garlic petals, that mercury will be squeezed off, and that mercury is being used in the preparation. So this is in this picture it is shown the grinding of this mercury along with the garlic. Собственно, прежде чем мы вернемся к технологическому процессу изготовления, скажем несколько слов о том, что ртуть применяется в технологических процессах в особом виде. Одним из этапов является детоксификация ртути, очищение. Для этого проводится растирание ртути вместе с чесноком, после чего ртуть выжимается из получившейся смеси, и в результате этого получается ртуть очищенная, которая потом и используется при изготовлении препаратов. Okay? So after purification, we will prepare this kajjali. So you can see this. The third picture is shown as kajjali. So the luster, the mercurious luster is lost completely, and that has been converted as a black powder. Окей. И, соответственно, с этой очищенной ртутью мы и проводим технологический процесс. И на следующей картинке вы как раз можете увидеть некоторые его этапы. На третьей картинке мы уже видим каджали, субстанция, лишенная изначального блеска, который присущ ртути. Okay? So this is a Kupipakwa Rasayana as a unique and different process of preparing Bhasmas. So in a specialty build, the materials like furnaces are being used in the preparation. The temperature given for which is used in this during this preparation goes up to 600 to 700 degrees Celsius. Еще раз скажем, что Купипаква Расаяна является уникальным, особенным процессом приготовления бхасм. В процессе приготовления используются специальные печи, в которых температура достигает 600-700 градусов при изготовлении бхасм подобным образом. Okay? So, and the time taken for the duration is continuous heating will be given for up to 72 hours. И в этих печах мы говорим о непрерывном нагреве с контролем температуры в течение 72 часов. Okay? So this powder, the bottle will be covered with a mud-smeared cloth. 7 layers of mud-smeared cloth will be covered. The bottle will be covered with such cloth, and that bottle will be kept inside the furnace. Could you please repeat once again what coating is made of? Cotton. Okay. It's a cloth, cotton cloth. The twine, the thread-like material. What we say, the normal plain, the bedsheet-like materials we are using this for this, which is heat resistant.
not like nylon or plastics, etc., which gets easily melts. This should be heat resistant. Окей, thank you. Здесь мы можем увидеть, что бутылки покрываются специальной тканью огнеупорной и такой, которая не будет быстро плавиться. Окей. So this bottle and the material, that kajali, will be filled in this bottle, and that bottle will be kept in the furnace. Собственно, каджали помещается в такие бутылки, и эти бутылки находятся в печи и подвергаются температурной обработке. Окей. The heating will be given for in 3 stages. Initially up to 300 degrees Celsius, later up to 800 degrees Celsius, and the final stage it goes up to 1100 to 1300 degrees Celsius. Окей. Процесс нагревания разделен на несколько этапов. Есть первый этап при температурах от 200 до 300 градусов, второй этап температуры от 600 до 800 градусов и третий этап температуры от 1100 до 1300 градусов. Такие температуры могут развиваться в процессе изготовления. Okay? Once that phase is over, once it gets cooled, that glass bottle will be broken and the resultant materials will be collected, and that will be ground to very minute powders. Okay. После того, как завершается процесс нагревания, процесс температурной обработки, бутылки достаются и остужаются, и после этого разбиваются, и собирается содержимое, которое в них находилось, и измельчается до состояния очень мелкого порошка. Okay. So the last one is potali rasa. That means potali is nothing but a ball, a nylon soap, a ball. So you might have seen this, the potalis which are used for these massages, etc. So this is also a same kind of bolus which is made up of, but inside the bolus there will be the herbomineral drugs. The ground herbomineral drugs will be filled in the bolus and will be made into a bolus, and that ball will be soaked in sulfur. Okay. Четвертый вариант приготовления растительно-минеральных препаратов – это потали раса. Потали обозначает, по сути, шарик, то есть если вы представляете себе такие каучуковые мячики, которые используются для массажа, для различных тренировок, то, в общем-то, потали – это примерно такой же шарик. Он скатывается из ингредиентов, требуемых по рецептуре, и далее этот шарик оборачивается в ткань и вымачивается в сере. Okay? So that the bottle which contains sulfur will be subjected to heat, and this bolus will be cooked by immersing inside the sulfur. Okay. Сосуд, в котором находится сера, также начинает нагреваться, то есть, по сути, мы готовим этот шарик из необходимых ингредиентов в сере на огне. Okay? So now these are the 4 common varieties. Now there are so many. So now itself you can understand that this is a very complicated procedure. That means the preparation of these herbomineral drugs involves so much of complicated procedures. Unlike this decoction or powders, etc., this needs special concentration. Таким образом, мы рассмотрели 4 основных технологии изготовления растительно-минеральных препаратов, и вы можете увидеть, что это многоэтапные комплексные процессы, которые значительно сложнее, чем приготовление отваров и порошков лекарственных растений. Okay? So now we will see what are the common procedures involved in the entire preparation of the Rasa drugs. И еще раз мы обобщим, какие технологические операции могут присутствовать в изготовлении растительно-минеральных препаратов. Okay. Yes. So initially we procure the raw material. Then all these raw materials needs purification.
there are some specific purificatory methods for each and every ingredients, so that all these ingredients will be purified based on the textual method. Окей. Итак, первый этап, с которого мы начинаем, это приобретение сырья. Здесь все достаточно очевидно. Следующий этап – это очищение, очистка. И важно понимать, что для каждого практически ингредиента описаны свои особые методы очистки в соответствии с классическими текстами. Окей. So then this will be ground with the proper herbal juices, and that will be made into a paste like foams. Далее, следующий этап – это измельчение. При этом к изначальному сырью добавляются различные соки лекарственных растений в качестве среды, как мы уже упоминали, и в результате получаются порошки и пасты. Okay. Then this grounded paste will be made into a pellets known as coin-shaped pellets, and that pellets will be kept inside the furnace. Затем мы формируем из получившейся пасты, из получившихся порошков небольшие монетки и размещаем их в печи для обжигания. Okay. So after proper incineration, this pellet will be taken out, and that will be powdered again, and that powders is being used as medicines. В принципе, после того, как мы провели температурную обработку, мы снова производим измельчение и из получившихся порошков делаем уже окончательную лекарственную форму. Okay. So the first phase of purification is known as bhavana. Bhavana is nothing but grinding or levigation. That means the grinding of these materials with the herbal juices. Okay. Если мы говорим о процедурах очищения сырья, то здесь мы в первую очередь говорим о таком процессе, как бхавана. Это очищающая процедура, которая подразумевает как раз растирание, измельчение в смеси с растительными соками лекарственных растений. То есть, по сути, такой мокрый помол, мокрое измельчение, можно сказать. Окей? So this helps to reduce the size of the particles. Reduces the particle size. Not only that, by doing this grinding, this minerals will be what we say, the conveyed with the properties of this herbal juices also. So after doing this grinding, the mineral will have the properties of the herbal juice also. Также мы отмечаем, что в процессе бхавана свойства соков лекарственных растений переносятся на исходное минеральное сырье. То есть минеральные ингредиенты обогащаются свойствами лекарственных растений в процессе бхавана. Okay. So this is known as shodhana. Shodhana is nothing but the purification. So mainly this grinding has two actions. One is the purification, and the second one is the impregnation of the qualities of herbal drugs into the mineral drugs. Okay. И это все происходит в рамках процесса шодхана. Слово вам, наверное, знакомо, означает очищение. При этом этот процесс подразумевает, как уже мы выяснили, две важных функции. Во-первых, собственно, очищающая функция, и, во-вторых, перенос свойств лекарственных растений на минеральное сырье. Okay? The last stage is known as marana. Marana is nothing but keeping in furnace or making into ash, that is incineration. Завершающий этап – это марана, то есть, собственно, обжигание в печи и получение золы, которая и является действующим элементом лекарственного препарата. Okay? So shodhana is a process of purification and detoxification by which the physical and chemical impurities along with the toxic materials are eliminated.
мы дадим определение всем основным этапам производственного процесса. Первый этап – это шотхана. Под шотхана подразумевается процесс очищения и детоксификации, в результате которого удаляются из исходного состава различные физические и химические примеси, а также токсичные элементы. Okay? So and second one is the bhavana. As we explained, the bhavana is the wet grinding. This process leads to unique and suitable physicochemical changes and potentiate the efficacy of the materials. It fortifies the the mineral drugs what we use. Okay. Далее, бхавана, как мы уже сказали, это мокрое растирание с соками лекарственных растений. Целью этого процесса является модификация физико-химических свойств исходного состава и усиление лекарственного потенциала, усиление действующих свойств лекарственного препарата будущего. Okay? So after this bhavana or after grinding, that material, that paste will be converted into this kind of coins or disc-like structures. These structures will be kept inside the furnace. После растирания, после получения порошка или пасты, получившуюся пасту мы из нее делаем такие, можно сказать, пирожки, как можно увидеть на картинке, и в таком виде они отправляются в печь. Okay? So this shape has a unique importance because this circular shape helps to distribute the heat uniformly. Okay. Форма это на самом деле не случайная, потому что скругленные формы позволяют более эффективно и равномерно распределять нагрев. Okay? Now this is marana or calcination or incineration, the process which converts the purified material and mineral into ash. After subjecting them to levitation and incineration is called as marana. The process of making into ash is called as marana. И, наконец, завершающий этап марана или кальцинация или сжигание – это, собственно, тот этап, на котором мы из полученной на предыдущих этапах смеси получаем уже непосредственно золу или, как мы говорим, бхасма. Okay? So what are the changes occurring due to this marana? One is the reduction in particle size. How much that reduction happens, how much smaller the particles are, that much effectiveness will be increased and safety also will be increased. So we are producing these nanoparticles, the nano level particle size of the materials what we are using. So the leading to the nanoparticles, the methods to lead to the nanoparticles are called as this incineration. Далее рассмотрим, какие конкретно изменения происходят со смесью, поступающей на этап марана, на этап кальцинации, на этап сжигания. Во-первых, обращаем внимание на то, что уменьшается размер частиц. В принципе, уменьшение размера частиц способствует повышению эффективности будущего лекарственного средства и также повышению его безопасности. Okay. So we will just see whatever the things which I have shown till now are the classical methods. But now in the most of the pharmacies use highly sophisticated materials in the preparation of the herbomineral drugs, in the preparation of these plasmas. Мы, в принципе, говорим о том, что работаем с наноразмерными субстанциями, частицами. И поэтому кого-то может удивить, что изначально мы рассматривали классические методики приготовления, но, естественно, в настоящее время на фабриках используется современное высокотехнологическое оборудование. Okay. So these are the different furnaces what we are using in the pharmacies. So by using incorporation of this kind of modern equipments increases the safety as well as efficacy of the product. Okay.
В первую очередь мы говорим, конечно же, об использовании современных печей и в целом использование современного технологичного оборудования способствует повышению безопасности и эффективности готового продукта. Окей? So previously, how this increases effectiveness, that I will just show you, tell with an example. Previously, in the preparation of Rasasasthra, we have mentioned that initially the temperature is 300 degrees Celsius, later 800 degrees Celsius, and finally 1300 degrees Celsius. А, Как раньше, в те времена, когда не была доступна такая современная техника, как раньше достигалось тот же самый эффект повышения безопасности и эффективности лекарственных средств. На примере приготовления раса синдура мы видели, что для этого процесс температурной обработки разделялся на несколько стадий с постепенным повышением температур от 300 градусов до 800 градусов и затем до 1300 градусов. Okay? So if we are using the old type of furnaces, it is not able to control the temperature. But this kind of sophisticated furnace, whatever we can give, we will be able to provide the desired temperature itself. So the total time can be reduced and the effectiveness of the product will be increased. Окей. Соответственно, основным отличием старых технологий от современных является способность точно контролировать температуру нагревания. Естественно, в классических методах изготовления не было достаточных инструментов для того, чтобы четко отслеживать температуру, при которой производится нагрев. Современное оборудование такие инструменты предоставляет, и температура может быть задана с точностью. В связи с этим повышается не только эффективность лекарственного средства, но и снижается время изготовления. Okay? So now we will see how the quality of these medicines are tested, because these materials are toxic in nature. So we need to assure the safety of the product. So there are so many classical methods as well as so many modern equipments to prove or to test the safety of the procedure, the products that we will see now. What are the tests we are used in our pharmacies to prove the safety of the products? Okay. Далее, следующий вопрос, который мы хотим сегодня рассмотреть, это тестирование, испытание готового продукта. Мы напоминаем, что говорим в первую очередь о ингредиентах, которые по своей природе токсичны, поэтому очень серьезную, важную роль приобретает процесс контроля качества. Необходимо удостовериться в безопасности готового продукта. Для этого существуют как классические методы, так и современные инструменты, которые применяются на современных фабриках. Okay? So initially, as I explained previously, the main aim is to reduce the particle size. So how much finer that particles, how much micro or how much nano that particles, the effectiveness as well as safety will be increased. So for that purpose, we have some physical tests which are mentioned in Ayurvedic classical tests. Initially, we will follow such texts like the color, the taste, and the glittering material, presence of glittering materials, etc. Как мы уже сказали ранее, основной целью в процессе изготовления является уменьшение размера частиц, и, соответственно, безопасность во многом определяется тем, какого размера частицы мы получаем. Будут ли это микроразмеры, будут ли это наноразмеры, это все играет существенную роль. В целом, если мы следуем классическим рекомендациям из классических текстов, то мы обращаем внимание на целый ряд параметров, которые включают в себя цвет, вкус, блеск готового продукта. Окей? There are some tests like furrow filling that we will just take this one pinch of this Bhasma and we'll just do rub like this. If it completely fills in the furrows of our fingers, that indicates the smallness or the microness of the particles. That is a typical test what we are using. Кроме того, есть простые
были описаны простые тесты, которые можно проводить, чтобы оценить размер частиц. Например, можно взять небольшую щепотку бхасмы, растереть ее между пальцами, как показывал доктор, и посмотреть, насколько а, бхасма заполняет бороздки пальцев. И если она полностью, если порошок полностью заполняет бороздки пальцев, то мы говорим о том, что размер удовлетворительный. Окей? Then we will check for the presence of lusterness, that is shiningness, because the shininess or shininess is the nature of metals. If the result, the product contains has some shining nature, that indicates that metal has not been converted completely to ashes. So then we will repeat the procedure again. So we will just check for the glittering presence of glittering materials. Окей. Если говорить, собственно, о блеске, зачем оценивать блеск? Считается, что блеск– это свойство металлов, они являются более глянцевыми. Соответственно, если мы в готовом продукте видим определенный блеск, определенный глянец, это значит, что не полностью произошло превращение металла в золу, и, как правило, после этого повторяется еще раз процесс сжигания. Окей? Then there are some other analytical instrumental tests known as scanning electron microscopy, etc. That indicates the how much nanoparticles are present in that products. Then XRD, that means X-ray diffraction. That means what is the structure of the chemical structure of that product. Then different kinds of chromatography to identify the presence of herbal ingredients in that. So there are so many instrumental, sophisticated instrumental tests we are following in the pharmacies, and this is how we ensure the safetiness of the product. Кроме того, как и было сказано, мы используем большое количество современного оборудования для проведения различных аналитических тестов, что позволяет, опять же, наиболее точно оценить размер частиц, которые мы получаем. Это различные методы рентгеновской дифракции, которые позволяют оценить химическую структуру готового продукта. Это различные хроматографические методы, которые позволяют оценить присутствие растительной составляющей. То есть в данном случае мы говорим о большом количестве современного оборудования, которое мы используем в процессе контроля качества. Okay? So now we will just try to remove some of your doubts or queries or the commonly asked questions. We will just try to solve. И в завершающей части лекции доктор постарается развеять распространенные мифы, которые возникают в связи с тем, что собой представляют растительно-минеральные препараты, и ответить на часто возникающие вопросы. Okay. So the first one is the toxicity of heavy metal. Absolutely, there is nothing to worry if regarding the toxicity if the medicine is manufactured perfectly, because during this purification methods, this incineration methods, etc., that heavy metals gets the structure gets changed, and most of the heavy metal, the toxicity becomes neutralized by doing these kind of procedures. So it is 100% safe if it is used with proper care, with proper dose, proper adjuvant, etc. So there is nothing to worry regarding the toxicity of heavy metals. Okay. Первый вопрос связан с токсичностью тяжелых металлов. Здесь доктор говорит, что если на заводе-изготовителе полностью соблюдается технология изготовления, если внимательно следят за процессами контроля качества, то беспокоиться не о чем, потому что сырье проходит все стадии очистки, проходит все стадии сжигания, и в рамках всех этих технологических операций меняется структура исходных металлов и нейтрализуются токсичные вещества, которые в них содержатся. Соответственно, если на заводе-изготовителе соблюдается технология изготовления, если в процессе употребления соблюдается дозировка и используются правильные адъюванты, с которыми рекомендуется принимать растительно-минеральные препараты, то в этом случае не стоит беспокоиться о токсичности тяжелых металлов. Okay?
Then the authenticity of the raw material. So almost all these raw materials are procured from the proper source. There are so many test instrument methods which can be used to detect the authenticity of the material. So there is nothing to worry regarding the adulteration, etc. Далее, следующие вопросы, которые могут возникать, это вопросы касательно качества сырья. Здесь доктор отвечает, что, как правило, изготовители растительно-минеральных препаратов работают с проверенными поставщиками и при этом внедряют особые этапы инструментального тестирования, то есть сырье проходит проверку, прежде чем поступать непосредственно на изготовление лекарственных средств. Окей? So then safety assurance for long-term use. There are some medicines like the medicines which contains gold, etc., which can be used for longer duration. At the same time, the medicines which contains mercury, etc., should not be, or lead, etc., should not be used for long duration. But not only that, if you are practicing the Rasasasthra, then you will not be need you will not have to be used for longer duration, because by shorter duration itself you will get the result. So that is the importance. Окей. Далее, следующий момент касается безопасности при долгосрочном применении, при долгосрочном использовании. Здесь есть на самом деле разные категории растительно-минеральных препаратов. Есть, например, препараты с золотом, которые можно применять более длительными курсами. Но, в принципе, если мы говорим о препаратах на основе ртути, на основе свинца, то, как правило, они не рассчитаны на прием длительными курсами. Мы уже говорили о том, что, в принципе, первые результаты, терапевтический эффект появляется достаточно быстро, и поэтому долгие курсы, как правило, не требуются. Соответственно, если растительно-минеральный препарат подобран эффективно и используется с соблюдением необходимых условий, то долгий курс приема не будет нужен просто. Окей? Then safety assurance in children and pregnancy. Children below 1 year, usually in emergency conditions, this can be given. So only in emergencies condition below 1 year, and the children above 1 year, these medicines can be given safely. In pregnancy, again, only in emergencies, these medicines can be used. If not in an emergency, better not to be used. Окей. И следующие важные вопросы, которые возникают касательно растительно-минеральных препаратов, это безопасность для детей и беременных женщин. Здесь мы выделяем две категории ситуаций, можно сказать. Есть ситуации экстренные и есть ситуации все остальные. Соответственно, для детей важной отметкой является возраст до 1 года и после 1 года. Соответственно, после 1 года прием растительно-минеральных препаратов считается безопасным. В возрасте до года растительно-минеральные препараты могут даваться в экстренных случаях. Что касается беременных женщин, то подход, в принципе, по большому счету тот же. В целом. So in the coming classes, we will discuss all these common important herbomineral drugs and in various systems of the body. That means in the herbomineral drugs which can be used in dermatology, in neurology, then in rheumatology, in GIT disorders, etc. And we will how to be used, what are the common ingredients, what are the common medicines which are used, or what are the adjuvants or the associated medicines which get the combined medicines which can be used, and everything with then the mode of action, and everything will be discussed in the coming classes depending upon the system by system. So once again, if you are learning these Rasasasthras, these herbomineral drugs, there is a vast area, or these are a wide group of medicines which you can get the quick result with the easier administration methods. Окей, thank you very much. И касательно беременных женщин, вернемся к переводу последней фразы.
только в экстренных случаях можно применять беременным женщинам. В будущем курсе доктора Джитхеша Бхасмы в аюрведической терапии, видеокурс, который стартует 12 ноября, вы сможете ознакомиться с использованием Бхасм по системному признаку, то есть использование Бхасм в лечении дерматологических заболеваний, неврологических заболеваний, заболеваниях ЖКТ, различных травматологических ситуациях. Соответственно, будут рассмотрены различные эффективные препараты, которые можно использовать, будут рассмотрены адъюванты, то есть сопровождающие препараты, с чем обычно принимаются бхасмы, с чем комбинируются, как эти бхасмы действуют. Все эти вопросы будут обсуждаться в занятиях курса, предоставляемых в формате видеолекций, и также в рамках курса предусмотрен живой вебинар с доктором Джитхешем, на котором он сможет ответить на ваши вопросы по содержанию курса. Если вас заинтересовала область раса аушатхи, растительно-минеральных препаратов, то доктор будет рад быть вашим проводником в этой богатой, интересной области. Okay, thank you. So I think I have answered these questions during the translation time. If anything is left over, that I'll deal with. Can you can read that? И в течение лекции доктор также отвечал на вопросы в чате. Сейчас мы будем зачитывать его ответы. And once again, yeah, I've been using these Rasa drugs in my clinical practice since 20 years without any adverse effects noted, but with much effectiveness. I just wanted to mention that also, and I wish all the participants a happy learning Rasasasthra. Напоследок доктор также говорит, что в принципе растительно-минеральные препараты в своей практике использовал на протяжении уже более чем 20 лет без проявления побочных эффектов, но при этом эти препараты демонстрировали высокую эффективность все это время, поэтому если вас интересует эта область, то он будет рад встретиться с вами на своем курсе. Thank you. So namaste to all. May I take leave? Намасте, yes. И мы прощаемся с доктором Джитхешем и зачитываем его ответы на вопросы. Итак, диагноз гемангиома печени. На теле идут кожные высыпания. Сперва чешутся, краснеют, затем превращаются также в гемангиомы. В основном верхней части тела появились немного висячие бородавки. Конституция пита-вата, что принимать внутрь, что наружно. Ответ доктора. Можно использовать такие средства, как правила бхасма, камадукха раса, сута секхара раса. Следующий. У подростка на подошве стопы бородавка, которая болит при нагрузках на ноги. Удалять у хирурга не хотелось. Что доктор может порекомендовать? Наносить и принимать внутрь. Конституция пита капха. Спасибо. Существует множество эффективных лекарств с содержанием серы. Мы будем обсуждать их на занятиях по дерматологии. Например, гандха катайла – одно из средств, которые можно использовать. При сочетании астмы, гипотериоза и немного повышенного давления 140/100, что из бхасм можно сочетать с приемом цистона и гокшоры. Также принимаю морские водоросли в порошке, витамин D 2000 единиц. Есть множество лекарств, такие как правила бхасма, шангха бхасма и так далее в качестве добавок. Следующий вопрос. Какие бхасмы применять при воспалении тройничного нерва? Ответ доктора. Правила бхасма. Это средство, которое можно эффективно использовать. Далее. Можно ли использовать состав ватганджанкушрас при грыже в поясничном отделе? И что еще можно применять? Ответ доктора. Да, можно использовать его. Существует на самом деле множество лекарств. Мы подробно обсудим это на занятиях курса. Далее, следующий вопрос. Можно ли использовать бхасмы при перепадах настроения при бар? Ответ доктора. Да, можно использовать. Следующий вопрос. Как бхасмы применять при Паркинсоне вата-капха типа, вата-капха симптоматики, треморы, задержка движений? Ответ доктора. Существует множество лекарств, которые можно использовать. Мы обсудим их подробно на занятии по неврологии. Будут обсуждаться конкретные названия, дозировка, способ действия и так далее. Примеры – это яшада бхасма и тигуна раса.
Следующий вопрос. Если человек работает с оловом, плавит олово, какое воздействие это может оказать на его организм? Какие существуют способы нейтрализации воздействия олова на работающего с ним человека? Есть множество растительных противоядий, например, листья туласи, сок имбиря с медом и так далее. Следующий вопрос. Обязательно ли соблюдать диету при применении бхасм? Как отличается диета при применении тех или иных бхасм? А, Здесь ответ доктора. Нужно быть немного более осторожными при приеме этой группы лекарств. Мы обсудим это на соответствующих занятиях. Следующий вопрос. Из какого материала может быть сделана ступка для растирания? Ответ доктора – это медь, фарфор, глина и так далее. Относится ли употребление молока к противоядиям при работе с оловом и другими вредными веществами? Ответ доктора – да, молоко может быть таким средством. Следующее. Если хорошо поняла, размер частиц зависит от уровня нагрева. Чем выше температура, тем частицы будут меньше. Ответ доктора – да, именно. И кроме того, важное значение имеет левигация, то есть как раз вот этот момент толчения, растирания, измельчения. Следующий вопрос. Бхасмы каких производителей вы бы порекомендовали использовать? Ответ доктора: Дхутпапешвар, Байдианат, Дабур, Kottakkal Arya, vaidya, sala. Следующий вопрос. Что принимать при пародонтозе? Ответ доктора: препараты, содержащие серу. И мы благодарим доктора Джитхеша за сегодняшнюю лекцию и за ответы на вопросы. Как уже было сказано, мы будем рады видеть желающих на его курсе Бхасмы в аюрведической терапии. Раса Ушатха. Курс стартует 12 ноября. Будем рады новым встречам с вами. На этом проект Vaidya Education прощается с вами. Благодарим вас за внимание и до свидания.